Мы продолжаем с интересом наблюдать за номенклатурными бегами по замкнутому коридору. Быстро меняются главы министерств и ведомств, кто-то внезапно взлетает, кто-то, включая вчерашних политических звезд, отправляется в небытие. Дня не проходят без масштабных кадровых перестановок в системе российской власти. Часть из них заканчивается уголовными делами. В таких переменах всегда принято видеть какой-то план и пытаться его разглядеть. Дескать, какую такую хитрую комбинацию задумал Путин? Этого в губернаторы, того в советники, этого из советников в губернаторы, того из губернаторов в советники, кого-то откуда-то на нары вообще. Но на самом же деле план совершенно не обязательно есть. Существует некоторая вероятность, и совсем не маленькая, что мы имеем дело с обычным сезоном охоты. Мы тут не раз говорили, что поствыборный период до предела турбулентный, что сейчас можно наловить рыбки в мутной воде. И это не какой-то секрет, эта истина столь же прозрачна и для людей внутри системы. Если вы собирались с кем-то свести счеты, как-то продвинуться, кого-то продвинуть или укокошить, сейчас идеальный момент. То есть, если что, вы смотрите, не надо никого укокашивать. Я просто как аналитика, в принципе, говорю. Момент хороший. В подобной заварухе можно скрыть что угодно. Когда в городе пожар, самое время для мародерства. Нет сомнений, что эти 2 года, пока де-факто действовал мораторий на большие кадровые перестановки и тем более посадки, накопился много конфликтов, взаимной грызни, столкновений разных кланов и групп интересов. Все происходило как всегда. Все делили деньги, полномочия, места в системе, но как бы без выпускного клапана. Проигравшие в этих войнах не всплывали кверху брюхом перед всем честным народом. Нет сомнений, что набралось уже много папочек, которые надо бы пустить в работу и превратить в уголовные дела. Что по кадровым вопросам уже давно принято много решений, просто не было подходящего момента для их реализации. Первые 2 года было важно симулировать единство. Все, кто никуда не уехал, остался на своих должностях, остался Путину верен в настолько дикой ситуации, они должны были видеть, система им благодарна. Потому что когда у тебя разом и виллу в Италии арестовали, и тебя самого под санкции запихали, так еще и родной режим, которому ты был верен, решил тебя разжаловать на верфь, рубать крейсера. А то и вовсе посадить. Такие всесторонние перетурбации точно не снижают стресс, который в начале войны был на пределе. Потому какое-то время все оставалось относительно спокойно. Но благоденствие не может длиться вечно. Террариум единомышленников не превратился вдруг в полянку дружелюбных пони. Потребность откусывать друг другу бошки никуда не делась. Нужно было просто выждать момент. Момент пришел, и все решения, принятие которых было бы растянуто на месяцы, вдруг стали приниматься по несколько раз в неделю. Мы по понятным причинам говорим только о тех, кто на виду. Об отставках и посадках в Минобороны, об уголовном погроме в Московской области, о тотальной зачистке всех, кого причисляли к клану Шойгу. О том, как Патрушева, причисленного молвой к всесильным соправителям Путина, отправили собирать пыль в кабинет помощника президента по судостроению. Но громкими отставками все не ограничивается. Большие перемены идут в самых ресурсных ведомствах. Например, сменился глава Федеральной таможенной службы, институции, где деньги буквально на деревьях растут, только успевай собирать. Самый неожиданный в ряду более-менее громких отставок стал Андрей Турчак. Секретаря Генсовета «Единой России» сослали за Можай. Отправили губернаторствовать в крошечную республику Алтай, затерянную в Забайкалье. Андрей Турчак – интересный персонаж, и его нельзя упоминать через запятую со всеми прочими. Андрей Турчак – сын близкого друга Путина, Анатолия Турчака. Он известен не только как бывший губернатор Псковской области, которую и без того нищую он довел и вовсе до ручки. Андрей Турчак известен как организатор покушения на Олега Кашина. Это самое громкое преступление 2010 года. Причем жестокому избиению, едва не лишившему журналисту жизни, Кашин был подвергнут просто за пост в ЖЖ. Став секретарем Генсовета «Единой России», заняв довольно тихую номенклатурную должность, Андрей Турчак был чрезвычайно активным публичным политиком, регулярным автором огненных цитат, вызывавших серьезные вопросы о его ментальном здоровье. С началом войны Турчак стал одним из самых главных и активных ястребов. Он в лагере самых буйных. Редкий пример большого федерального чиновника, который все 2 года ходит в хаки и поначалу даже ездил на оккупированные территории. Это он автор фразы, ставшей в итоге мемом «Хотел еще раз». Обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда, он сказал. Еще раз обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений.
Никакого возврата в прошлое не будет. Будем жить вместе, развивать эту богатую область. Не было, кажется, человека, причем по обе стороны линии фронта, который бы не поиздевался над тем, что навсегда по-русски это ровно на полгода. Турчак вошел в пул людей, которые, видимо, вполне искренне решили, что настала новая жизнь, и теперь всем нужно друг друга перезиговать. А кто перезигует, тот выйдет в дамки. Тому в новое время достанется все самое вкусное – должности, активы, иллюзии влияния и безопасности. Спустя 2 года мы видим, что это так не работает. Как минимум, нет активной позитивной связи между участием в войне или ее активной поддержкой и аппаратными перспективами. Люди в милитари-куртках пролетают примерно везде. Не попадают на проходные места партийных списков, улетают с праймериз «Единой России». У нас нет ни одного примера, как прямая ассоциация с войной хоть кому-то помогла. Чтобы кто-то был простым депутатом, разоделся в это все хаки, позиговал активно и стал министром. Чтобы кто-то в кресле мэра собирал на бушлаты для войск и активно закрывал план по мобилизации и вдруг взлетел в губернаторы. Нет. Все наши комнатные ястребы в лучшем случае остаются при своих. Даже несчастного Дмитрия Рогозина за вражеский осколок в 5-й точке отблагодарили креслом сенатора, несуществующего субъекта федерации. Чтобы сиделось ему там хорошо. И это еще слава богу. Самые активные чиновники оккупационных администраций, вроде Кирилла Стремоусова, в награду за верность идеалам и вовсе получали загадочное ДТП со смертельным исходом. Да, по дефолту война — это как революция, время головокружительных карьер, когда капитаны становятся генералами, когда люди прыгают через десяток ступеней государственной пирамиды, когда состояние делаются из ничего, формируется новая элита из тех, кто никогда ею бы стать не смог в иных обстоятельствах. Обычно ровно так все и работает. Но только не в этот раз. Наша система явно показывает, она начинала войну не чтобы меняться, а чтобы сохраниться. Война не может быть в ней каким-то параллельным социальным лифтом, который ходит по собственной логике. Богатеют на войне не те, кто лучше всех повоевал или там с самым большим автоматом бегал, а те, кто и без того был баснословно богат. В номенклатурной чехарде выигрывают и занимают свободные места не те, кто больше всех призывал бомбить Киев, а как и раньше, те, кто достаточно силен, чтобы выиграть в этой византийщине. Ни одному Z-военкору не дали свое шоу на федеральном канале по Двину Соловьеву или Скобееву. Ни один из чиновников не прыгнул выше головы за счет фотосессии в окопе. У кого дела идут как никогда лучше? Кто там ни в какую отставку не ушел, а вполне спокойно сидит себе премьером? Михаил Мишустин, который не сказал за эти 2 года ни одного лишнего слова, про которого за 6 лет премьерства, 6 лет, по сути, было ровно 4 новости. Назначение премьером, уход на карантин, возвращение с карантина и переназначение премьером. Или вот Сергей Собянин. Связанные с ним люди один за другим обсаживают всю административную вертикаль. Вокруг него никого не сажают, что в наше время уже успех невероятный. Но он и в мирное это время лишнее слово на публике выдавливал, как последнюю каплю из банки кетчупа. А с началом войны вовсе все позабыли, как его голос звучит. Когда он вообще последний раз хоть что-то сказал? Пока кто-то с автоматом фоткается, Собянин большую кольцевую линию открывает. Колесо обозрения строит. Пока некоторые губернаторы в масле и мыле перевыполняли план мобилизации, Собянин прям поперек самого батьки ее взял и свернул к чертовой матери. Давайте ненадолго вернемся назад и подумаем, а где это вообще видно? В какой воюющей стране возможно, чтобы глава региона, который не начальник ни одному армейскому чину, вышел вдруг и публично сказал: «Все, граждане, спокойно. Ваши повестки в полночь превратились в тыкву. Можете их выкинуть. Расслабьтесь». По идее, это знатный такой политический авантюризм. Но у Собянина в итоге все так хорошо, как никогда не было. Мы не знаем, какую административную схватку проиграл в итоге Андрей Турчак. Очевидно, проиграл ее вдрызг. Все-таки слететь с большой партийной должности в крохотный и до предела нищий регион, самый нищий в стране, это не СИЗО Лефортово, конечно, но остановка на пути следования именно туда. Получить республику Алтай, регион на 200 тысяч населения, занимающий первое с конца место по валовому региональному продукту, это не понижение, а катастрофа. Годовой бюджет республики немногим больше $300 миллионов, эквивалент трети дворца Путина. В Алтае нет ни производств, ни инфраструктуры. Это совершенно сельский регион, занятый разведением моралов. Там даже воровать нечего. Подряды на ремонт школьных фасадов — вот теперь кормовая база вчерашнего партийного босса партии власти.
Ставка на образ амбассадора войны точно Турчаку не помогла. Всегда важнее калибр того, кто хочет сожрать тебя внутри системы, чем калибр пушки, с которой ты обнимаешься. Как мы уже сказали в начале, не нужно во всей этой номенклатурной свистопляске искать какой-то план и общую логику. Их запросто может и не быть. Волки кушают друг друга безо всякого согласования. Просто так уж вышло, что 2 года они сидели на вегетарианской диете, а сейчас отъедаются. Происходящее сегодня нам показывает вот что. В путинской системе заведомо не существует никакого правильного, а уж тем более безопасного поведения. В путинской системе бесполезно улавливать сигналы. Никогда не угадаешь, какой из них реальный, а какой не более чем белый шум, чтобы дать повод сотрясти воздух в вечернем шоу. Система не хочет брать Киев или Варшаву. Система хочет жить, не меняя образа поведения. А образ ее поведения – держать элиту в состоянии перманентного стресса. Если у задачки «как бы так жить, чтобы выжить» будет однозначное решение, если решившие ее будут чувствовать себя в безопасности, такие люди очень быстро начнут слишком много о себе думать и станут представлять угрозу для системы и ее руководителя. Так что нет. Каждый должен сидеть на сломанном стуле. Под каждым земля должна всегда дрожать. Каждый всегда должен думать не о высоких материях, вроде «куда все это идет» или о будущем своем и своих детей. Нет, каждый должен думать в первую очередь о том, как прожить еще один день. Для этого нужно перманентно поддерживать состояние внутренней конкуренции, поощрять грызню и каннибализм. Нужно сталкивать кланы между собой, нужно показательно расправляться с проигравшими, нужно каждому давать понять, он будет следующим. Не очень умные и не очень дальновидные люди в последние 2 года решили, что теперь все иначе, что теперь есть понятные правила игры. Полезай в танк, и будет тебе счастье. Но в путинской системе подобных правил быть не может принципиально. А полезешь в танк, так закопают вместе с танком. Андрей Турчак тому хороший пример. Он вроде бы назвал все буквы. Сын близкого дружка Путина. Лояльный просто до эпилептического припадка. Никогда не был замечен, упаси Господь, не то что во фронте, но даже в хитрозадом отмалчивании. Всегда был в первых лоялистских рядах. Угадал все буквы, но слова не назвал. В итоге так слетел по пирамиде управления, что как бы шею не свернул. Но ведь именно такая картина мира в голове у тех, кто составляет эту систему. У тех, кто системе, если не архитектор, но прораб. В отсутствии закона, каких-то писанных норм, элита сама себе сочиняет правила, которые якобы уберегут их от беды. Делать то, а не другое, быть таким, а не сяким. Но всякий раз выясняется, что это самообман. Когда придет их время, когда они проиграют, никто не будет учитывать, что проигрывали они, играя по правилам, ведь правил-то никаких нет. Именно это дает нам всем надежду на перемены. Текущая конфигурация, игра, где никто не может выиграть, потому что без правил нет победителя, в реальности ведь никому не выгодно. Каждый, кто систему строит и поддерживает, вполне обоснованно опасается стать ее жертвой. И такие люди регулярно жертвами становятся. Такая система может приносить сиюминутные бенефиты, но уже на самом близком горизонте, не говоря о долгосрочной перспективе, бенефиты эти могут меняться и сменяются персональной катастрофой. Не так важно, сколько у тебя миллиардов или миллионов, сколько у тебя дворцов, если ты находишься в СИЗО Лефортово. От перемен, от возвращения в норму, в первую очередь выиграют не уехавшие из России противники режима. Над нами-то СИЗО не висит. Выиграют те, кто этот режим составляет. Перемены для страны – это будущее для них, для их детей, для их семей. До завтра.